Да, на связи школа аргентино-испанского языка Китай-Аргентина. С вами Леонид и Валерия. Привет. Всем привет. Hola a todos. Сегодня у нас самая сложная задача, которую я давно вынашивал, перевести песню наоборот, с русского на испанский. К сожалению, гитары у нас нет, спеть, наверное, не получится. Ты на чем-то играешь? На гитаре играю. Почему? На следующий раз. На следующий раз ты нам пришлешь приватные записи. Пришлю. На следующий раз будет гитара наберу. Вот. И у нас очень интересная песня, она прям свежачок, июнь 2024 года. Дмитрий Спилин, группа «Тараканы». Ну, сейчас он просто Дмитрий Спилин. Ты знаком с его творчеством? Честно скажу, нет. Первый раз слышу, для меня это немного сюрприз. А я вот в 2007-м ходил на их концерты, а еще в 2008-м, 2009-м, 2010-м, а потом неожиданно постарел. Вот. Значит, предыстория. Дмитрий Спилин, во-первых, ученик, бывший ученик нашей школы, а может и пойдет на А2, например, и будущий ученик нашей школы. Вот. Неплохо было бы иметь в виду. И на данный момент, насколько я знаю, он тоже проживает в Аргентине, и, собственно, он выпустил песню, посвященную, скажем так, всем иммигрантам, я назвал бы это так, которые вынуждены были покинуть страну, и это must listen. Или как по-испански? Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo, да. И даже я, старый человек, сплакнул, когда ее слушал. Вот. Более того, клип, сделанный на эту песню, он связан с Аргентиной. Там везде мы видим аргентинские флажки. Ну, поверхностно видно немного даже по структурам, если вспоминать во времена колонизации, Испания, оно напоминает очень сильно цвета. Ну, вообще, я думаю, что когда они рисовали клип, а это было буквально месяц-два назад, да, скорее всего, все-таки они брали то, что здесь действительно есть. Ну, конечно. Они взяли фотографию и перевели ее. Все, скорее всего, особенно если посмотреть именно на видео, там видны всякие граффити, рисунки, комбинация цветов, структуры, все очень сильно напоминает, я бы сказала, это прям картина. Ну, скорее всего, это где-то есть такое место. Да, я уверена, что да. Вот. Так что сегодня мы слушаем песню на русском. Пытаемся перевести ее на испанский, пытаемся сделать это так, чтобы это еще более-менее звучало хоть как-то в рифму. Ну, мы попробуем. Мы попробуем сначала, я надеюсь, сыра, а потом сыра, да, давайте хотя бы сыра. И это, на самом деле, очень полезная практика, потому что представьте, что вы просто хотите сказать эту фразу человеку, в реальной жизни, в разговоре, и по факту думаете, как бы вы это сказали. Так что слова песен, но я не сказал бы, что они сильно там... Нет, если посмотреть на текст, оно не так уж и сложно. Конечно, самая сложная часть – это сделать, чтобы оно не звучало так сыро, потому что специально по песням оно работается с рифмами, конечно, и с ритмом. Но если по-сырому, оно не так уж и сложно. И про уровень. Ты прочитал текст. Какой уровень, по-твоему, это? А1, А2, Б1, Нет, Б2? Я бы сказала, что это... база, конечно же, на А1, но так как мы и в А2 изучаем уже прошедшее время, я бы сказала, что это даже для начинающих А2. Но если посмотреть первую строчку, которая называется «Если бы я знал», то это уже прошедшее время. Это уже А2. Я учусь на А2 и до сих пор еще не знаю. А2 мы уже учим прошедшее время. Нет, там то, что «если бы», это вот это время, которое типа «если бы», да как бы. Дело в том, что само «как бы» мы меняем окончание в глаголах, так что, может быть, где-нибудь ты бы это уже встретил. Окей, значит, я считаю по тому тексту, что я вижу, что это конец А2 все-таки, не начало А2, не середина, а ближе к концу, когда ты уже знаешь все виды прошедших времен, там что как работает. Ну, хотя бы, чтобы знать, да. Конечно, возможно, будут слова, которые я, в принципе, никогда не слышал, но... Ну, в принципе, слова, которые мы не слышим, есть везде, всегда. Согласен. Ну что, не будем тянуть, конечно, наши юные зрители жаждут услышать песню и вспомнить молодость. Конечно. Погнали. Добавим громкости. Знал, как мир спасти, то мигом его бы спас. А пока, читая новости, я просто молюсь за нас.
Ну, собственно, это и есть первый куплет, Ну да. с которым мы и будем заниматься. Итак, первая строчка. Если бы я знал, как мир спасти. Ну что, как обычно, я пытаюсь это сделать, а ты Конечно. говоришь, что я плохой ученик, и исправляешь меня. Не надо так самому себе. Окей, первое слово прекрасное, я знаю. Си. Си. Правильно, начало уже хорошо. Начало уже Хорошо, отлично. идем. Супер. Значит, я предполагаю, что это текущее, прошедшее в длительном времени. Я бы сказал так. Си сабендо. Я бы так предположил. Ну, можно Сабендо, кома сальвар эль мундо. Окей, начало и концовка, конечно, хорошо. С глаголом я бы тут бы немного Поработала, да? поработала, но потому что это, как бы можно сказать, у нас суппозицион, наш на русской, если бы. Так. Само окончание глагола я бы поставила si supiera. Ага, вот это время я и не изучал. Это время еще не изучалось. Это si supiera, это все предполагание. Это Бегу раньше предполагание. паровоза. Si supiera, si viera, si quisiera, если бы я хотел, если бы я увидел. Так, Ну, а так начало си, и этого мира это хорошо. давай писать. Давай писать, потому что пишу я хуже, чем говорю. Супера. Ну и какого было следующее? Си супера. Как спасти мир? Кома сальвар. Правильно? Ведь сальвар Да, используется в первой конечно. форме глагола, Да. потому что супера забрала у нас окончание эль мундо. Конечно, если первый голос спрягается, второй же не И будем, спрягается. как он пишет, по строчкам Конечно, писать. си Да? супера, кома Так, сальвар, то эль мигом мундо. бы его спас. Вот здесь слово мигом я реально не знаю, но я предположу, что то, это entonces будет у нас в данном контексте. Ну, да, давайте так. Entonces pronto lo salvo. Здесь уже было бы, это уже будущее время. Будущее, так. Entonces, я бы написала так. Lo salvaría. Uy, lo Salvaría. Y migam un instante. Это как моментальные камеры печати, инстанты. Exactamente, Они здесь инстанты. инстанты. Окей. А пока читаю, давай вот так фразу все проработаем. А пока Да. читаю новости, я просто молюсь за вас. А пока аора, это имеется в виду, как сказать, а пока? Ну, я бы сказала mientras. Mientras. Это же в то время как? Ну да, Ну в принципе да. да. Mientras. Está leyendo las noticias. Ну, здесь, скорее всего, оно идет, контекст связан с нами, то есть первое лицо. Mientras, можно сказать, как Estoy бы. leyendo. Ну, или leo las noticias. Прям вот так можно. Да, мне Просто нравится. же, читая новости, это читая, то есть читая постоянно, ну, типа не один раз, получается, мне так кажется. Ну, дело в том, что если можно связано с песней, можно так сказать, mientras leo las noticias, Окей. я просто молюсь за нас. Окей, я просто, що сенсіщо, простое у нас же есть, или симплементе. Опять же, я бы сказал это в этом, молюсь за нас в этом времени своем. Estoy Dios le pido, estoy pidando. Ну, pidiendo, это если использовать gerundio. Так, Я бы поставила другой глагол. Это rezando. Рисандо. А чем отличается Рисан? Pedir, просить, rezar, молиться. Да, но почему тогда в песне, в песне Хуанеса «Эль Диус», как она, «Эль Диус» или «Ля Диус»? «Адиус лепидо» она называется. А yo le pido, я прошу. Он просит, он не молится ему. Вот в чем прикол, да. A Dios le pido. Simplemente Значит, estoy «Рисандо пара насотрос», да? Por. Насотрос. Ну, окей. Mientras leo las noticias, simplemente estoy rezando por nosotros или просто rezo por nosotros. Подбивать будем под этот Это уже под конец. красивый песенный язык позже. Сделаем потом. Поехали дальше. Я молюсь за близких и друзей по обе стороны, чтобы не принес нам новый день. Так классно, что нас двое. Оп. Я что-то выключила. Оп, и песня закончилась. И все, хватит. Вернемся. Яблочко что-то там было, дальше. яблочко. Да, ну где-то И здесь, вот здесь прям она здесь. ему говорит, ешь его. Окей, значит, здесь мы делаем 2 отступа. Да-да. И поехали. Я молюсь за близких и друзей. Ну, я нагло украду строчку выше. Конечно. Estoy rezando por amigos, я так понимаю, а близких Да. это Ну, как сказать близко? родных, я так понимаю. Ну, это именно слово семью. близко. Ну, как сказать близко? Cerca, Cerca. Близкие? Cercanos. cercanos.
Здесь используется такая фраза? Claro. La Се- gente cercana – это близкие люди. Вау. Entonces, Окей. estoy Estoy rezando rezando por cercanos y amigos. por, vamos a сказать, por cercanos. Uy, por Cercanos. cercanos y amigos. И amigos. Окей. По обе стороны. En dos lados? Por ambas partes. Partes это как части, но тоже может быть как стороны. Мгм. Por ambas partes. Ambas это обе. Por Да, ambas амбас partes. согласен. Окей. Чтобы не принес нам новый день. Это получается уже история про будущее какое-то, да? Чтобы. Ке? Para qué? А, Uy, para qué? para que. Traer, да, Здесь наверное? отрицание, потому что здесь Но он para que no traer? но Ну, принести. для нас. Какое слово? Чтобы не приносил, para que no nos traiga. Трайга. Это траер в будущем времени, да? Para que no nos traiga. Окей. Траига nuevo día. Día de nuevo, да? Un día nuevo. Un día nuevo. Ну, там где должен быть con acento. Un día nuevo. Excelente. Окей. И так классно, что нас двое. Es genial. Qué genial, qué genial. Es да. genial que nos ambos. Можно сказать, somos dos. Нас двое, somos dos. Окей. 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 Qué genial, somos dos. Работаем дальше. Так классно, что нас двое. Мы на краю земли. Мы среди лиц незнакомых. И место, где есть ты. Я называю дома. Окей. Чисто аргентинский вайп нам тут Есть добавили. такой прям футбол. Футбол, прачечные. смотреть матч. Да. Сейчас, кстати, идет два чемпионата одновременно. И Копа де Копа Американо и чемпионат Европы. Америка и А Копа что больше Европа. смотрят здесь, в Аргентине? Конечно, Америка. Конечно. Копа Америка. Потому что там есть Аргентина. Конечно. Как раз в четверг был матч. А кто, если взять чемпионат Европы, кто любимчик? Ну, Аргентины нету. Кто тогда фаворит остается? Когда Аргентины нету, кто фаворит у Нет аргентинцев? фаворитов. Все, только Аргентина, да? Мало кто смотрит, к сожалению, еврейский. Да? Да. Ну, кроме заядлых лудоманов, да, которые делают ставки. Да, прям да. Ну, да, может да, быть, да. они ставят все, ну, может, за Испанию, потому что как бы она ближе всего, нет? Да нет, да нет. Нет такого. Нет, там больше есть уж, я думаю, что за игроков, не даже прям связано там, с языками. Они начинают сразу так искать, где, в какой команде играет игрок из Аргентины, такие, давайте за него, да? Ну, типа, ну не знаю, тот в Манчестере, тот в Риме играет, ну если там, значит, может быть. Окей. Это в тех случаях. Ладно, вернемся к делу. Entonces. Значит, мы на краю земли. Nosotros estamos... Да, давайте так. Вот край, я не знаю слова. Можно сказать en el borde. Borde это край. Это как бордюр? Бордюр, да? Borde это край. De terra? De la tierra. De la terra. Ой, de La la terra. tierra. Окей. Дальше едем. Мы среди лиц незнакомых. Nosotros, опять же, estamos, да? Среди entre. Да. Entre la cara, los caras. Нет, Entre- las caras. Entre las caras, да. Las caras en conocerte. Desconocidas. 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 Sidas. Окей. И место, где есть ты, я называю домом. И el lugar, donde tú estás, я называю называть что диси, В этом случае шамар. Шамар. Що шама, как здесь дом, ля касса? Здесь же Огар. дом, Огар, Огар, точно, Огар. да, я Что видел. шама огар? Я видел, кстати, слово агар, на самом деле здесь вот только один раз какой-то просто проезжал, ну, на автобусе и видел просто какое-то здание, где написано там огар. Огар. Но технически я никогда его не Практически слышу, всё не время вижу. Касса. Касса это самое спокойное. Касса, но огар это более как бы романтично. Ну, огар это что? Это просто как эдифиссио, это дом? Огар это нет, не именно структура, а то, что мы именно называем дом. Ну, как раз таки оно связано с этим случаем. Окей. Огар puede ser что угодно. Окей. И лошаму, потому что, Лошаму, потому что мы нас- относимся, берем лугар, Например, к месту. лугар, его
обводим кружок и превращаем его в ло, Да, чтобы как бы не говорить лишнего. exactamente, objeto directo. Окей, погнали. И неловко от сознания средь горя и смертей. Что с тобой порой бываю я счастливейшим из людей. У нас флажки Аргентины появились. Ну что, погнали. И неловко от сознания. Вот эта фраза для меня Это не прям так уж легко. бух. Неловко, у меня такого слова даже в голове не вертится. я Я тоже- бы сказал, что ну, estoy incómodo. Incómodo – это неловко. А, серьезно? Cómodo – это удобно, Удобно. incómodo – это неудобно, неловко. Тоже может быть один Окей. контекст. И неловко от сознания. Длинный А почему слог. «е»? Потому что Что мы это не за можем «е»? соединять две «и». И incómodamente у нас такого не существует. Мы, когда оно сочетается две следующие буквы «и», мы меняем на «э». Нифига себе. Первый раз я вижу такое вот слово. Incómodamente. Мгм. Окей, инкомон. Вот там, tilde, incómodamente. Инкомоменты от сознания. Пор, да? Ну, пор сознания или что? De la conciencia. Консиенция – это сознание человека, Exactamente. получается? Окей. Incómodamente de la conciencia. Средь горя и смертей. Средь. Это среди, имеется в Ну виду. да. Среди. Энтро, опять же, да? Exactamente. Горе, честно, не помню. Можно связать больше со словом боль. Доллар. Entre el dolor И муэрте. y las muertes. Муэртес. Или la muerte, можно и так, и Ну, так. смертей их же много, здесь имеется, И да. las Las muertes. muertas. Что с тобой, порой бываю я счастливейшим из людей. Que contigo, a veces yo estoy. Можно сказать так. Suelo estar. Что такое суэлло? Солер это как сказать a veces, то есть как бы есть... Только красиво. Порой, да, suelo. Надо сказать suele pasar, может быть, может происходить. Так, какая разница между a veces и суэлло в разговоре? Никакой? Но a veces это иногда, suelo это может быть более постоянно. Это muchas типа, palabras. это чуть менее иногда, да? Да. То есть чуть чаще, чем Чуть иногда? чаще, чем иногда. Оно меняется, какое-то слово, это суэлло, оно всегда суэлло. Suelo. То есть не может там суэла, суэлло. Нет, может быть suele pasar. Например, suele Окей, pasar. а суэле это что? Но esto suele pasar, это suelo, только suele pasar. Окей. Ладно, значит, что с тобой Суэле. иногда эстар, эстар у нас почему? У нас же я нахожусь, эстой? Suele estar, suelo ser, потому что это может быть постоянное состояние или в зависимости от того, что хочешь А сказать. почему у нас первая форма глагола? Верба в первой форме сейчас, а не подбивается под... Потому что soler это тоже глагол. Состояло вот этот? Soler, exactamente. То есть мы... Так, у нас глагол солер был изначально, и мы его превратили в суэлло. Exactamente. То есть это, я думал, что оно как авеса, Yo суэлло. suelo, él suele. Ага. Después de при имеется в виду... Еще суэлен. Exactamente, suelen. То есть это слово «иногда», которое является глаголом. Да? Я правильно сейчас понял? Например, Просто они- авесис это просто приставка, Да. она никак не меняется. А суэлло это все-таки Можно глагол. сказать, они практически все время играют в парке. Ellos suelen jugar en el parque. Интересно, странно, не буду вообще никогда это слово использовать. Оно мне- Soler, глагол существует. Так что... Вот. Y contigo suelo, как у нас там? Бываю я счастливейшим из людей. Ну, наверное, сэр, да? Сэр это быть. Дело в том, что стар тоже это быть. Ага, но здесь вопрос как бы, давай разберем это в плане логики. Значит, мы находимся рядом с тобой, я считаю себя счастливейшим из людей. То есть мы находимся, но при этом мы существуем. Ну да. То есть здесь суть в том, что он не находится рядом, что не то, что я с тобой сейчас нахожусь рядом, а с того, что мы в принципе с тобой вместе. Ну, постоянно, да. Постоянно. Значит, мы не стар. Значит, мы сэр. Suelo ser, exactamente. Suelo ser. Счастливейшим ля фелис. Дивертида это тоже, наверное, да? Ля персона, мас фелис. Окей. Счастливейшим, самым счастливым. Más feliz. La persona más Но feliz. мас фелис среди людей. Из людей, нет, из людей. Но entre la gente? Из людей.
Suelo ser la persona más feliz de todos. Из всех. Из всех. То есть, ну, Para no понятно... repetir persona, чтобы не сказать еще раз человек, нужно ser la persona más feliz de todos. Ага, ну все поняли, что тодос это все касательно людей. Exactamente. Фуф. Ну что ж, вамус. Я боюсь близких и друзей. По обе стороны. Чтобы не принес нам новый день. Так классно, что нас двое. Мы на краю земли. Среди лиц незнакомых. И место, где есть ты. Я называю Ну что, на самом деле в следующем куплете у нас изменено только одно слово. Ну, есть такое, что я не боюсь. Это то же самое, что куплет, который был до этого, но здесь он говорит, что я боюсь за близких людей, а до этого было молюсь. Да, ну, Как хочется просто скопировать все это. Да, ради бога. Вот, ну, по факту мы копируем просто всю фразу и меняем с тобой первую строчку. Но, значит, здесь было, до этого у нас было «я молюсь», а здесь вообще «боюсь, что тенгу мьеду», насколько мне известно, да? Exactamente. Можно просто. Tengo miedo. Окей. Por cercar a los amigos. Такие. Вот на этом закончился перевод песни, типа. Как если сыр, то тогда да. Вот. На самом деле там еще целая минута, которая не поется, в основном там припев повторяется. Там, ну, можно, кто хочет, может отдельно посмотреть это видео, поставить лайки Дмитрию Спирину. Если, конечно, круто. А мы сейчас, может быть, попробуем, раз уж у нас есть немного времени, попробуем красиво это спеть. Да? Так, если у нас... Как поступим? Послушаем сначала или просто попробуем... Ну, я бы сначала поменяла немного то, что у нас сырое, потому что рифм не так уж и много. Ну, давай начнем вот сначала, чтобы еще раз попробовать подбить это уже. Если бы я знал, как мир спасти, то мигом его бы спас. Я думаю, вот этого нам пока хватит. Давай так. Да. Si supera como salvar el mundo. Здесь уже Да, рвется да. суть. Я знаю, есть люди, которые вот специально переводят разные песни, вот так вот переделывают под ритм. То, что мы сейчас делаем, это законно? Да, То это есть- правильно, это можно. Ну, то есть это все равно, если мы скажем такую фразу на улицу, нас поймут. То есть si supera con el mundo salvar, да? И, как говорится, что много происходит в песнях, мы видели, видимо, уже в прошедшей, может, мы видели уже в других песнях, буквы сливаются. Когда мы можем Сжираются. сливать эти буквы, это получается намного. Ну давай, твой час спеть эту фразу. Дело в том, что по ритму было бы si supiera como el mundo salvar, вот como el mundo salvar, это можно делать как Это бы еще си. супера сожрала. Si supiera como el mundo salvar. И акцент тоже можно менять. Она так и говорится супера, или она по-настоящему говорится супиера. Supiera. Супиера. А ты в песне говоришь Si супиера. supiera como el mundo Salvar. Entonces lo sal... salvar. Послушаем, как должно быть еще раз этот момент. Если бы я знал, как мир спасти, то мигом его бы спас. То мигом его бы спас, lo salvaría. Вот эта вот фраза «en un instant» вообще лишняя, как бы. Танго, ну, Некуда ее деть, да, она вроде, ну, она нужна, но в песне она много букв. но дело в том, что очень много раз получается, когда просто если переводить дословно, иногда просто нужно Да. менять полностью Мне фразу, потому что не кажется, в данном получается. контексте можно просто убрать «en un instante». Ну, было бы самое подходящее. Entonces lo salvaría. Вот как-нибудь так я бы сказал, да? Да ради бога. Ща, уже. Самое подобающее и похожее, можно сказать.
Ну да, нет, ну да, это же в будущем, и ща уже, Ну да. уже бы Да, потому спас. что Сальвария уже стоит в будущем, так бы ща это уже, можно сказать, сейчас. Окей, посмотрим дальше. А пока читая новости, Mientras leo las можно сказать noticias, Noticias, да, noticias. Нет, не сказать слово noticias, а noti. Обрезать, поймет человек слово нет. noti? А как, можно как-то еще красиво сказать слово новости? Mientras leo. Вот что читать можно, связано с новостями, но покороче. Если сказать... И вот это, если мы уберем, например. Las noticias me pongo a leer. Ну что-то тоже, не? Ну, почему? Las noticias me pongo a leer. Значит, тебе надо петь. Entonces, si supiera cómo el mundo salvar, entonces lo salvaría ya. Las noticias me pongo a leer. Simplemente... Ну ладно, это следующая Давай. история. я просто молюсь за нас. Ну, здесь по логике, оно, по идее, должно, если что-то пошло, иметь ритму на слово «лер». Так, если у нас «сальвар» и «ща», все на «а», здесь, видимо, должно быть букву «э». Я просто молюсь за нас. Может просто забить на слово «просто», избавиться от него, сказать просто «estoy rezando». Блин, хотя тоже не круто звучит. Ох, как Por интересно. nosotros me pongo a rezar. Да, кстати, слушай, круто. Я думаю, Дима посмотрит и наймет тебя для перевода. Не, ну а что? Ponerse a hacer algo в испанском языке это, конечно, крутая фраза, потому что она обозначает начало какого-либо действия, неважно чего угодно. Ух ты. Ponerse a hacer algo, ponerme a hacer algo это начало действия. Как сказать, voy a это тоже начало действия. Voy Да. a пойду туда, Пойду voy туда-то. a сделать. Ага. Ponerse a hacer algo это тоже как бы взяться и что-нибудь сделать. То есть ми понгу если Резар, так. то есть я как бы начинаю молиться, я собираюсь молиться, я молюсь. Ну, то есть, шовой тиенда, я иду в магазин, ну, вот сейчас хочу пойти сейчас в магазин, и то же самое мипонга, Доблес камер. пресс, да, тоже. Я типа тоже как бы сейчас хочу идти жрать, кушать. Ну, я, например, voy a la tienda y me pongo a comer, то есть как бы я иду в магазин, и я именно в магазине уже начинаю что-то есть, например. Мгм. Типа Начало какого-либо действия. именно в магазине есть, типа не оплачивая товар, ты имеешь в виду? Ну что, тоже может быть. ПДСР. Ponerse a rezar, ponerse делать что-то, это начало какого-либо действия. Давай мы, знаешь, что сделаем? Не будем, пусть люди переворачивают сами, мы припев сейчас, куплетик с тобой припева сделаем. Окей. Это самое такое интересное. Это он и есть, наверное, следующий Ну как да. раз. Я молюсь за близких и Нет, друзей. у нас вот здесь, nosotros estamos en la borda, вот отсюда мы должны начать будем. Давай так. Ну, сейчас прослушаем. По обе стороны, чтобы не принес нам новый день. Так классно, что нас двое. Мы на краю земли. Мы сейчас, у нас важная задача, мы должны сейчас так перевести, чтобы мы ходили по улице, напевали эту песню, как да. аргентинцы. Забавно. Кстати, многие же аргентинцы ходят по улице и поют. Да, конечно. Я часто это слышу, вот. И то есть мы сейчас будем, сделаем так, чтобы это самый популярный припев был в Аргентине. Окей. Вот, значит, мы на краю земли. Ну, наверное, на сотрос теперь будет нос, да, скорее всего, нос. Просто en la terra está nos. ¿Por qué no? Ну, и как это спеть? Por favor, спойте нам, пожалуйста. Давайте так. Y en la... Нет. En la tierra estamos nos... En la terra estamos nos. Давай послушаем, чтобы ритм придать. Да, если так. Nos,
Entrar las caras, блин, это desconocidas, такое сложное слово здесь. Ну хорошо, давай представим, что мы его растянем. Desconocidas в конце. Допустим, мы его растянем с тобой, да? Ну, почему нет? Desconocidas. Ой, desconocidas. Las caras del alrededor. Вокруг это alrededor. Desconocidas las caras del alrededor. Ну, Alrededor это alrededor вокруг. мы уже не будем растягивать его. Alrededor. Alrededor. Оно как-то не тянется. Desconocidas тянется. Ну, как бы так. Desconocidas. Например, если мы сделаем еще раз. Твоє Там даже начать чуть-чуть пораньше надо. Когда он поет второй раз мы, то получается desconocidas las caras de la По-русски как-то лучше звучит, да? Куплет, ну, красивее. Дело в том, что на русском не красивее. только оно красивее, плюс ко всему там менее слов нужно, чтобы создать полную фразу. Это, конечно, Да. круто. На испанском Ну- нужно растягивать, иначе оно непонятно. Ну, давай добивать. место, где есть ты. Я называю И lugar donde... Вот, Y el lugar donde tú estás. ну, может быть, мы сделаем типа и el lugar donde nos estás, тогда будет лучше звучать, Но нос, где и есть тогда, мы, типа. если нос, получается estamos тогда. Ну, вот, окей. И el lugar donde estamos, может быть так? El lugar donde estamos. Está... Но, можно сказать estamos, estanos, да? Estamos nos. Що lasciamo. Вот хугар вообще как бы здесь. Mi hogar. Що lasciamo mi hogar. Mi hogar. Ну, такое. Ну, вот даже, как там еще раз у нас полностью получается? Да, вот отсюда, да. Ой. Почти. Слушай, а под конец что-то распелось даже. В принципе, неплохо Ну, а получилось. чё? Ну, конечно, меняется немного форма, иногда нужно петь пораньше и попозже, но факт в том, что если делать ритм, ну, получается. В принципе, неплохо. Ну, я думаю, что на сегодня у нас уже 30 минут жирного материала. Люди уже все там плачут, кто пьет маты, да. Что, и- одновременно нельзя? Пить маты и плакать. Так, ну, это аргентинский, это уже когда ты полностью ассимилировался. Да, это У нас по-другому, мы пьем водку и плачем обычно. не, я тоже. И так, и так. Вот. Ну что ж, ребята, пишите, какую следующую песню вы бы хотели перевести с русского на испанский. Возможно, мы постараемся когда-нибудь это сделать. Вот. Пишите вопросы. Спасибо, что были с нами. Чао-чао. Adiós.